Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, гармонии и равновесия в приближающийся важный период жизни для каждого человека. Это время подготовки и самого солнечного затмения, которое состоится 25 октября 2022 года. Затмение происходит каждый год, и некоторые не обращают внимания на них. Но вот это затмение, которое начнет коридор затмений, кстати, коридор завершится 8 ноября, снова же 2022 года, вот это затмение особое и, пожалуй, самое важное для всего человечества и каждого человека в отдельности. Через пару минут об энергиях затмения и о том, как это время провести, мы поговорим более подробно. А сейчас традиционно рассмотрим агрогороскоп с 23 по 27 октября 2022 года. Что ж, начнем. Итак, 23 и 24 убывающая луна, вернее уже черная луна с 14 часов 23 будет находиться в знаке Весы. Это время Гекаты, а значит никаких посевов не проводим, не работаем с рассадой. Для цветов, там, где они в открытом грунте есть, это южные регионы, это у нас хризантемы цветут и некоторые другие растения. А также для комнатных растений это актуально, защита от вредителей и болезней. Очень актуально. Профилактика, профилактика, профилактика. Поливы в весах не проводим 2 дня, подкормки тоже, естественно. Вот что будет актуальным, хотя это и черная луна, но именно перед новолунием, в хороших знаках, а весы являются знаком хорошим для обрезок и зеленых операций. Ранки быстро засыхают и нет инфицирования. Используем вот эти 2 дня для того, чтобы завершить обрезки в саду. Для зеленых операций, для растений, которые в доме, или же у вас теплая страна в открытом грунте, зеленые операции очень хорошо проводите 23 и 24. Собирайте урожай, делайте различные заготовки. Прекрасное время для этого дела. Но вот квасить капусту в это время не рекомендуется из-за того, что она будет сухая и горьковатая. Настойки в это время очень хорошо делать. Имеется в виду особо для тех настоек, которые делаются из корней. Это убывающая луна. И как раз сбор лекарственных трав выкапывают корни в это время обычно растений, если они нужны для заготовок вот этих настоек или для чаев. Рыбалка в дни весов, даже на убывающей луне, неэффективно. Ловится очень маленькая рыбешка, и то очень мало. Это больше для отдыха, вот это занятие. Для комнатных овощей, тот, кто выращивает помидоры и огурцы, для вас актуальны тоже зеленые операции. Пасынки убирайте, нижние листики, тех, что желтые, уже старые, а также проводите защитные мероприятия от вредителей и от болезней. И вот сам день новолуния, очень сложный этот день, солнечное затмение, но здесь работает энергия стихии воды. И в этот день с 10 часов 20 минут начинается время вот этой стихии, Скорпион. И что мы можем делать? Сеять, конечно же, ничего, с рассадой не работаем. Вот после 10 часов можно начинать поливы растений. Вот этот период очень хороший и для комнатных растений, ну и защита от вредителей и от болезней. Поливы проводим для всех растений, начинается после 10 часов, подкормки в новолуние не проводим, даже если это благоприятное время для поливов. В саду вот займитесь уборкой сада. Это шикарное занятие, которое даст возможность настроиться на мир, на гармонию. Смотрите, как красиво листья падают. Если где-то уже холодно, сад в любое время очень красивый.
Ну и если нет возможности убирать, просто возле деревьев походите, посмотрите. Нельзя ничего трогать, но вот если есть возможность, убирайте сад и любуйтесь этой красотой. Зеленые операции не проводим, не собираем урожай, заготовки не делаем, квасить капусту нельзя, настойки тоже не делаем, не собираем лекарственные травы. А вот рыбалка может быть даже успешной. Это время скорпиона, а скорпион любит этим делом заниматься. По крайней мере, так говорит наш знакомый, который занимается рыбалкой. Для овощей после 10 часов утра очень актуальны поливы. Далее будут энергии Скорпиона чистые 26-го. Здесь у нас все, чтобы не повторяться, то же самое, что и 25-го. Единственное, что здесь круглосуточно поливы. А никаких работ мы не проводим. Рыбалка тоже очень хорошая. И следует обратить внимание на 27 октября, когда Луна будет переходить из знака Скорпион в знак Стрелец в 13:56, и время Гекаты в это время завершается. И хороший период начинается для того, чтобы это уже растущая Луна, для того, чтобы что-то уже и сделать. А что-то для теплых регионов после 14 часов 30 минут можно сеять семена сидератов. Кто-то в открытом грунте может еще посеять, ну а лучше всего даже для средней полосы это уже посев сидератов в теплицах. И очень хорошо проращивание семян для салатов. Это уникальная вещь. Используйте для этого различные, кстати, в Стрельце очень хорошо получаются зерновые, проращивание зерновых семян. С рассадой не работаем. Поливы проведите до 13 часов, и комнатные растения, и садовые, огородные растения до 13 часов. Затем просто растения не воспринимают воду. Это даром вылитая вода, а она дорогая. Поливы проводим до 13, подкормки еще не проводим. Дело в том, что без поливов обычно в вечернее время это делается, да и тем более только-только Луна родилась, подкормки не даем. И это знак Стрелец. Уборка сада в саду актуальна, зеленые операции не проводим. Урожай начинаем собирать после 14 часов. До 14 это еще энергии стихии воды. В плодах и ягодах очень много воды. И наши даже заготовки до этого периода будут плохо храниться. Поэтому, пожалуйста, после 14 часов собирайте, перерабатывайте. Квашение капусты не проводим. Настойки тоже и лекарственные травы не собираем. Рыбалка в утреннее время еще хорошо. Для комнатных овощей поливы до 13 часов проведите, а также не забывайте о профилактике для того, чтобы ваши растения были без вредителей и болезней. Обрабатывайте свои растения. Прежде чем мы подробно рассмотрим труды, связанные с делами в доме, с нашим телом, со здоровьем, озвучим важные советы по проживанию самого ответственного периода нашей жизни. Мы обещали через пару минут об этом более подробно рассказать. И рассказываем. Итак, в воскресенье 23 октября с 14 часов 23 октября 2022 года с 14 часов начинается время черной луны перед новолунием. В этот же день Сатурн перестает быть ретроградным, он становится директным. Но это очень медленная планета, но медленно, но уверенно начинает Сатурн свое движение вперед. Роль Сатурна в дальнейших космических событиях и в жизни каждого человека становится очень и очень важной. Сатурн отвечает за старые программы, и он будет принимать экзамены за старую прошлую нашу жизнь, которая проходила в различных страхах. Сдает экзамен только тот, кто открывает свое сердце божественной любви, кто открывает свое сердце миру, кто воспринимает все уроки, которые были нам даны в прошлой жизни и в прошлых жизнях. Вот эти все уроки воспринимаем как благо свыше.
все, что не делается, к лучшему. Девиз Сатурна, ну, это очень близко и понятно каждому земледельцу. Что посеешь, то пожнешь. Если сеем страхи, конфликты, недовольство, ненависть, штормим по любому поводу, в результате получаем болезни или же болезненный уход из этого плана. Но каждый человек выбирает по своему сценарию то, что ему нравится. Поэтому есть и другой путь – усвоить все эти уроки и быть полезными Земле, другим людям, находиться в другом настроении, в другом состоянии души. В ближайшую неделю, когда будут принимать экзамен Сатурн, и, кстати, тоже останавливающийся Марс, это очень сильно строгие учителя, здесь никаких поблажек, подкупов, ничего не проходит. Поэтому что мы можем с вами делать? Те, кто трудится с нами на Земле, они знают, что в такие периоды лучше всего пойти в сад, на цветник. И если есть такая возможность, нет возможности быть на даче или же место сада у вас далеко от вашего дома, тогда идите в парк, к водоемам. Здесь, в тишине природы, успокаивайте свой ум. Настройтесь на космические ритмы гармонии, равновесия, божественной любви. И в этом вам поможет свет божественной любви. Он для всех открыт, и он находится в заперти в вашем сердечке. Откройте ему дверь, откройте ему окна и дайте ему возможность засветиться с вашего сердца и наполнить все ваше тело вот этим здоровым, прекрасным светом. Свет божественной любви, он очищает и дает силу. Вот это самый главный экзамен, кстати. Если не можете выйти куда-то, у вас есть на окошке какое-то растение. Вот с этим растением вместе проведите такую медитацию своеобразную. Еще раз открывайте. И это нужно делать постоянно. Свое сердце открывать, открывать, открывать. Открывать божественному свету любви. Но вернемся к космическим событиям 24, 25 и 26. Это время Гекаты. 26 октября еще очень интересный такой напряженный аспект будет. Это Тау-квадрат, Луна, Сатурн, Уран. Собрались вот такие еще в помощь Сатурну учителя, как Луна и Уран. И это напряжение будет продолжаться. Поэтому я вам говорю, что это не однодневное, не одноразовое упражнение, а сдача экзамена будет продолжаться довольно-таки долго, весь коридор затмений. Ну и в последующие полгода вот этот период будет полностью каждую вашу сферу жизни принимать экзамены с каждой сферы жизни. Экзамен нужно сдать и усвоить знания из прошлой учебы, из жизни нашей прошлой, и из прошлых жизней. Все это сейчас будет происходить. И нужно готовиться к новым учебным процессам в новой жизни. А новая жизнь требует жить в гармонии и в мире с собой в первую очередь и со всем миром. Вот такая пятидневка с 23 по 27 октября 2022 года ожидает нас. Ой, аж дух захватывает от предстоящего космического события. Это очень важное событие для всего человечества. В это время никаких новых дел, естественно, не начинаем и не совершаем дорогостоящие покупки. Это просто бесполезная трата времени и ресурсов. А теперь рассмотрим обычные дела, которые мы делаем в своем доме и все, что мы делаем со своим телом. Итак, 23 и 24 это знак стихии воздуха. Здесь, если раньше протапливали уже печку или камин, здесь будет нормально гореть печка и не должно быть дыма.
Стрижку волос проведите, пожалуйста, 23 до 13 часов. А уже 24 и, конечно же, после 13 часов до вечера и далее не проводим. Это очень сложное время для нашего тела. А волосы являются антеннами. Не нарушайте их в это время. Стрижка ногтей тоже до 13 часов, затем нельзя это делать. Покраска волос тоже до 13 часов, но, пожалуйста, в весах органические краски используйте. Дальше не и органику тоже не используем. Мыть волосы очень хорошо в эти дни. Уход за кожей не проводим в знак стихии воздуха. Очистка кожи у нас завершается этот период уже. 23-го проводим утром завершающая вот эта манипуляция для очистки кожи. Очищение организма не проводится 23-го, а вот 24-го как раз новолуние и солнечное затмение очень хорошо проводить. Мы это чуть-чуть еще продолжим. Здесь начало. Рукоделие прекрасно 2 дня, 23-го, 24-го. Тесто будет в норме. Здесь перед новолунием обычно проблем не бывает. Стирку лучше капитальную, генеральную не проводить, потому что плохо высиживается. Но если белье не сильно грязное, то можно и есть в этом необходимость. Уборка текущая, ремонт прекрасно в это время пройдет. И проветривание вещей тоже. Но снова же смотрите за прогнозами синоптиков. Итак, идем дальше. У нас далее очень важный период 25, 26, 27. Это время стихии воды, поэтому в доме возможен дым. Будьте аккуратны при растопке печки или камина. Стрижка волос отменяется. Очень сложный период. Стрижка ногтей тоже отменяется. Красить волосы в это время не рекомендуется. И вот мытье волос, вот утром еще, у нас в 10:20 переход в знак Скорпион, утром еще рано, до 9 часов, в крайнем случае до 10 нужно вот помыть волосы. Затем нельзя это делать. Уход за кожей, а уход за кожей вечером очень хорошо, когда уже Луна в Скорпионе будет полностью работать, можно вот эти 3 дня наносить вот эти питательные маски на кожу. Очистка кожи у нас завершилась, и уже все, у нас период выходных. Это период каникул для работы по очистке кожи. Очищение организма. Вот считают астрологи, что именно в этот период, смотрите, начинается, это тоже время Гекаты, это с 24-го можете начинать, 25-го и 26-го. Вот эти 3 дня можно заняться очисткой организма. Ну а далее уже 27-го все, уже этот период завершается. Рукоделию мы ничем не занимаемся в этот период. По тесту нужно добавлять муку. Ну а после 14 часов 27-го там практически будут энергии наслаиваться, и здесь будет нормально, не будет проблем с тестом. Стирка вот после 11 часов в Скорпионе очень хорошо, и 26-го тоже круглосуточно, а вот 27 до 13 часов стирка будет качественной. Уборка проводите генеральная. Вот, кстати, генеральная уборка. Займитесь очищением своего дома, каких-то наведите порядки в своих рабочих местах и не только, может быть, в помещении хозяйственном. Вот здесь время генеральной уборки, очень хорошее время. Далее, ремонт и проветривание вещей в этот период не проводим. Они будут неэффективными, некачественными. Ну а проветриваемые вещи просто притянут неприятные запахи и большое количество влаги. А теперь более подробно рассмотрим вопросы, связанные с нашим здоровьем. Напоминаю, что все эти дни с 23 по 27 включительно очень сложный период для нашего тела, для нашего организма, для работы всех органов и всех систем. Постарайтесь в это время быть снова же спокойными. А теперь более подробно рассмотрим все дни. 23, 24 и до обеда 25 будут работать как раз энергии весов. А в весах уязвимы почки, мочевой пузырь,
мочеиспускательный канал, мочеточники, надпочечники, женские половые органы, мочеполовая, выделительная, нервная системы и система желез. Главный совет этих дней – держите в тепле ноги, а также область таза, чтобы не застудить почки, мочевой пузырь. Ну и нельзя в это время употреблять алкоголь. Не употребляйте алкоголь во весь этот период. Это опасно для вашего здоровья. 25 после обеда, также 26 и 27 октября 2022 года Луна будет находиться уже в энергиях Скорпиона. А в это время уязвимы прямая кишка, сфинктер, половые органы, мочеполовая и нервная системы. Поэтому продолжаем беречь свои ноги и область таза. Здесь важно не простужаться, держите их в тепле. В этот период будьте внимательны. Обостряются болезни мочевого пузыря, геморрой, эрозия шейки матки, воспаляются яичники и повышается риск заражения половыми инфекциями. Будьте внимательны к своему здоровью. Еще раз, спокойствие, спокойствие, мир и гармония внутри. И этот период не для операций. Поддерживайте свое состояние различными чаями. Вы наготовили различных трав, приготовили различные настои, джемы, но эти настои должны быть не алкогольные. Используйте все это для того, чтобы удерживать свое тело в состоянии гармонии и здоровья. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Его подготовили, как всегда, Раиса Греченко и Александр Волик. Этот выпуск для нас очень ответственный, впрочем, как и все выпуски, но этот особый выпуск, ведь мы завершаем очень важный период в нашей жизни. Это закрытие старых программ, сдача выпускных экзаменов и подготовка к новому периоду новой жизни. А новая жизнь нас ожидает только благоприятной в том случае, если мы открываем в своем сердце тот прекрасный, очень красивый, великолепный, божественный свет любви, который дает жизнь в мире в гармонии с собой, а с этим и здоровье, и благополучие. Мы желаем еще раз вам пройти этот период успешно, успешной сдачи всех экзаменов и зачетов и начала новой жизни в мире, в красоте, в гармонии, в созидании прекрасного, мирного, светлого будущего. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!